Приобретая любую продукцию от производителя, мы все надеемся на долгое использование без каких-либо повреждений и ухудшений внешнего вида. 2 года назад у Fanatec мной была куплена база Clubsport 2.5. Я не особо раздумывал, какое рулевое колесо приобрести в комплекте. Решение зависело от моего финансового состояния и ждать мне не хотелось. Мой выбор пал на серию CSL. Это была уже 2-я версия данного руля, и я считал, что за такие деньги и брендовые качества я приобретаю идеальное изделие. Но как же я ошибался? Всем привет, меня зовут Анатолий, вы на канале SimRacing как хобби, мой обновленный руль CSL от Fanatec. В свое время компания Fanatec сделала себе громкое имя на игровых устройствах. Как мне казалось, вся продукция с логотипом F самого топовая и проблем с ним не будет. Это же Fanatec, вот к чему нужно стремиться. Когда я получил свою новую базу и руль, мне казалось, что это самое совершенное и доработанное устройство. После 2 лет эксплуатации я столкнулся с тем, что мое рулевое колесо визуально стало выглядеть отвратительно. Использовать я его всегда старался в перчатках, проводил чистку, старался сохранить его первозданный вид. Но как-то это не особо помогало. У Fanatec это была 2-я версия руля из серии CSL с покрытием из алькантары. Первая версия шла с прорезиненным ободом. Внешне руль смотрится очень неплохо и со своими функциями справляется на все 100. Но по меркам Fanatec это все-таки бюджетный вариант изделия. Универсальный. Время идет, технологии меняются. Хотите сэкономить? Пожалуйста, рули CSL. И что же из себя представляет данный руль? Это один из бюджетных вариантов в линейке Fanatec, который имеет полный функционал в управлении. Имеются подрулевые переключатели, стики, кнопки. Имеется возможность использования с игровыми приставками, покрытие из алькантары, небольшой дисплей на ободе. Вес изделия составляет 1220 грамм, диаметр 300 мм. Подходят для разных стилей вождения. Сейчас выходят переиздания данного руля, возможность установки металлического квик-релиза, небольшие изменения формы, сам внешний вид лицевой панели, ну и конечно же покрытие самого обода. На лицевой стороне печатают красивые названия и логотипы. Все бы это хорошо, но есть огромное «но». Это цена за продукт, который очень давно устарел. И все версии именно этого руля, который сейчас есть в продаже и готовится к релизу, это все тот же самый старичок CSL. Когда я отдавал свой руль на перешивку, то преследовал 2 цели – перетянуть его кожей и сделать толще. Так как стандартный вариант очень тонкий, это не только мое мнение, но и мнение людей, кто им пользовался. Пересмотрев много вариантов мастеров, я нашел в своем городе специалиста по перетяжке рулей. Посмотрел его работы, убедился, что мастер знает свое дело и отдал ему руль. Поверьте, не каждый мастер берется за работу с таким рулем. Обговорили все моменты, цвет кожи, цвет строчки, вид шва и конечная толщина руля. Как по мне, работа была проделана колоссальная. Качество просто безупречное. Все сделано настолько аккуратно, насколько это возможно сделать. И что же я получил? Объем руля увеличился на несколько миллиметров. Хват стал очень удобный. Появилось понимание серьезного устройства, а не детской игрушки. Я был доволен. Перетяжка данного руля обошлась мне в 5000 рублей. Визуально и тактильно он стал идеальным. Следующим шагом по кастомизации руля я решил изменить его лицевую сторону. Обклеить ее пленкой с текстурой карбонового волокна. Для качественного результата мне нужно было разобрать руль. Процесс это несложный и не требует много времени. Раскрутив все винты, я наконец-то взглянул на всю красоту немецкой инженерии и увидел все лучшие решения, предложенные инженерами Fanatec. И как же я был сильно удивлен. Неужели за столько времени нельзя было применить новые технологии, микропереключатели, датчики холла, а не этот механизм замыкания пластины на плате? Усилить конструктивно самую слабую часть данного руля. Они до сих пор в своих рулевых колесах используют данную систему замыкания контактов для подрулевых переключателей.
Толщина пластика – это просто тихий ужас. При ослабленном квик-релизе у вас появится трещина на основании руля, либо он полностью разлетится. После увиденного пришло понимание, почему при установке данного руля на Direct Drive у него автоматически ограничивается force feedback. Рулевое колесо просто не выдержит таких нагрузок. Fanatec позиционирует свои устройства лучшими на рынке, а изменять и внедрять что-то лучшее и качественное в данный руль не хотят. А если это происходит, то цена соответственно возрастает и девайс переходит в категорию премиум класса. Конечно же понятно, что данная продукция делается не на российский рынок, и для многих стран это невысокая цена. Ценник одного рулевого колеса соизмерим по цене с полноценной базой других производителей, в которые будут входить педали, а иногда и шифтер. Когда потребитель платит немалые деньги за топовое устройство, он должен быть уверен в качестве продукта. А в чем сейчас уверены мы, кто пользуется продукцией Fanatec? То, что при следующем обновлении драйверов на базу ты просто можешь стать владельцем кирпича, либо рулевое колесо CSL разлетится и покроется трещинами. Это касается и других изделий данной компании. С одной стороны, мы сами выбираем руль, который будем приобретать, и тут в первую очередь все зависит от ваших финансовых возможностей. Если вы решились приобрести продукцию Fanatec, то изначально подумайте о том, какое рулевое колесо вы будете приобретать в комплекте. Лучше добавить денег и взять более лучшего качества руль, чем стать счастливым обладателем CSL. Но завышенная цена – это не показатель того, что именно вам попадется неубиваемое устройство. Для своего времени он был очень хорош, и то, что сейчас идет его переиздание, не меняет основной сути. Он морально устарел. Приобретая новую версию руля CSL, вы получите новую обертку, но конструкция, толщина пластика, элементы крепления внутри останутся все те же. На данный момент я с большим удовольствием обкатываю свой обновленный руль. Внешний вид, толщина обода, хват полностью меня устраивают. Да, это было вложение именно в удобство и визуальную составляющую. Технически это остался все тот же старичок в новом обличии. Если изначально я бы добавил эту сумму к стоимости рулевого колеса, то естественно бы взял что-то другое, и у меня никогда бы не появился этот прекрасный руль, который сейчас мне очень нравится и визуально, и тактильно. Все, что я сегодня вам рассказал, это сугубо мое личное мнение, и я его никому не навязываю. Выбор всегда будет за вами, какой руль вам приобрести, от какого производителя и что с ним делать дальше. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем добра, пока-пока.